Что такое биткоины и можно ли на них зарабатывать? Мы уже делали обзор про то, как получить биткоины бесплатно. Способ простой и без заморочек. Ссылка на него должна появиться сейчас в верхнем правом углу экрана. А в этом обзоре мы расскажем, что такое биткоины, откуда они берутся и еще много-много всего интересного. А в конце этого обзора мы обязательно дадим нужные и полезные рекомендации. Вы на канале Замечательная жизнь. Мы начинаем. Биткоины – это деньги, которых не существует, но они стоят дороже нефти и золота. Что такое биткоин? Биткоин – это цифровые деньги. Физически этой валюты просто не существует. Есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами. Это очень похоже на то, как устроены безналичные платежи в банках. Когда вы платите пластиковой карточкой, вы тоже не передаете никому никаких физических денег. Просто где-то в банковском реестре прописывается ваша операция. Биткоины отличаются от обычной валюты тем, что реестры хранятся не централизованно в платежных системах и банках, а одновременно на всех компьютерах, которые заняты биткоинами. Любой человек может посмотреть все операции за всю историю со всеми биткоинами. Но имен никаких, правда, не узнает. Реестры защищены криптографией. Поделать их одновременно у всех попросту нельзя из-за того, что невозможно переписать данные в блоках и заявить, что у кого-то теперь что-то есть. Биткоин в этом смысле очень защищенный. Откуда берутся биткоины? Обычную валюту выпускает государство. Она связана с запасами золота, но по факту она не связана ни с чем. Сколько государству нужно, столько оно и напечатает. Биткоины вообще не связаны с каким-то государством. Новые единицы биткоина появляются в процессе того, как компьютеры в этой платежной сети обслуживают нужды этой же самой сети. Например, где-то в Европе человек заплатил биткоинами за автомобиль. Эту операцию нужно записать в реестры на всех компьютерах, которые подключены к биткоиновой сети. Чтобы записать операцию в реестр, нужно припечатать ее специальной подписью. Эту подпись нужно рассчитать, и стоит отметить, что это достаточно сложная компьютерная задача. Где-то в Пензе стоит один из компьютеров, который так же, как и другие, обслуживает биткоиновую сеть. Он только что вычислил эту криптографическую подпись. В знак благодарности владелец этого компьютера получает вознаграждение в виде биткоин-копеечки. Для жителей Пензы, который установил компьютер в режим вычисления криптографических подписей, это выглядит так. Его компьютер что-то там себе шуршит, а ему на счет капают сатоши. Это такие биткоин-копеечки. Компьютер как будто добывает биткоины, хотя на самом деле он просто шифрует чужие операции. Такая добыча биткоинов называется майнингом. На самом деле добываются не сами биткоины, а создание кодировки для защиты реестров. Биткоины – это вознаграждение за службу. Достаточно весомое и дорогое. Количество биткоинов в мире ограничено, их может быть максимум 21 миллион. Майнинг – это большая отдельная тема, но по сути он сводится к тому, что вы просто как обычно пользуетесь своим браузером, смотрите YouTube или еще что-то, а биткоины в это время зарабатываются сами. Ссылку на этот волшебный браузер на базе Google Chrome мы оставим в описании и первом закрепленном комментарии. А мы продолжаем. Зачем нужен биткоин? Криптовалюта позволяет переводить деньги без участия банков и под псевдонимом. За биткоины в наше время можно много чего купить, начиная от путешествий и заканчивая едой. В них вкладывают деньги, биткоинами торгуют на бирже. С 2015 года биткоин подорожал с $200 до 60 тысяч и продолжает расти. Именно это сделало криптовалюты интересными для спекуляций и инвестиций. Для оплаты услуг и переводов используют биткоин-кошельки. В них хранятся цифровые ключи, необходимые для транзакций. Это законно? 1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых активах, и теперь криптовалюта законна. Биткоины можно продавать, выпускать и покупать. Как купить биткоин через биржу? Биржи – это интернет-площадки для торговли криптовалютой. На них встречаются продавцы и покупатели биткоинов. Если продавцов больше, курс падает. Если больше покупателей, растет. Чтобы зарегистрироваться на небольшой бирже криптовалюты, достаточно адреса электронной почты, но чтобы торговать, придется пройти верификацию. Крупные площадки требуют скан паспорта или водительских прав, телефон и адрес. Можно, конечно, биткоины покупать и продавать, но все-таки лучше их производить. Затрат меньше, а биткоин в это время постоянно растет. На заметку. 1. Криптовалюта – рисковое занятие. 2. Позаботьтесь о защите кошелька и надежно сохраните пароли. Утерянные ключи нельзя восстановить. 3. Если храните деньги в биткоинах, следите за его курсом. Ну вот в принципе и все. Осталось только получить, а это гораздо проще.
Скачивайте браузер и накапливайте свой капитал.